Здравствуйте! Сегодня я продолжаю тему того, как сделать подготовительный рисунок, как его можно перевести. И вот сейчас я еще, возможно, в чем-то где-то я буду повторяться в каких-то видео. Вот, например, я когда-то писала икону «Борьба Иакова с Богом», и я для этой иконы вот использовала прорезь, которую я... То есть изображение я нашла в книге, меня попросили сделать такую икону, и я нашла изображение в книге, после чего я его увеличила с помощью программы Photoshop и распечатала на несколько листов в нужном размере. Я не буду объяснять, как это делать, потому что я сейчас не использую вот эти программы, о которых я говорила в предыдущих видео, Corel и Photoshop. У меня есть сейчас другие программы, с которыми я работаю. Тоже есть адобовская программа, но я просто как бы ее еще совсем не освоила, и я не буду рассказывать об этих технических моментах, потому что кто просто пользуется этой программой сам, он это понимает, как сделать, или просто, если кто не понимает, он обратится к человеку, который ему это поможет сделать. Я вам рассказываю просто вот сам принцип, как это можно сделать. Есть разные пластиковые тонкие пленки, их также можно использовать для того, чтобы ручкой, например, или тонким маркером перевести изображение, и тогда его можно отсканировать или ксерокопировать и увеличить также до нужного размера с помощью каких-то расчетов. Вот, например, как я уже рассказывала в предыдущем видео, каким образом у нас были подготовлены рисунки для клеем и для иконы Анастасии Римляниной. Они сразу рисовались в нужном размере. То, что обведено синей ручкой, вот это как раз и было сделано с разных икон, вот такой синтез некоторый. Пример на изображении, как можно с помощью полиэтилена сделать прорезь. То есть это если у вас есть такой рисунок или фотография в книге, может быть, который у вас подходит вот один к одному по размеру, тогда можно смело использовать перевод через целлофанчик. Потом это мы переводим еще там на кальку, например. Ну а если нет, то это же изображение можно также увеличить или уменьшить с помощью ксерокса. Конечно, что если вы идете в какую-то мастерскую, то вам нужно самому сделать все расчеты и сказать, что мне вот увеличить или уменьшить вот на столько-то процентов. А если у вас дома какая-то программа, тогда, конечно, это без проблем вы делаете сами. Очень удобно с помощью таких же вот способов переводить различные орнаменты и также их уменьшать или увеличивать до нужного размера. Здесь, например, у меня сохранилось такое изображение, и вам, наверное, видно, что под низом калька загрифлена карандашиком простым, что дает возможность именно, когда мы с лицевой стороны нажимаем, то рисунок наш отпечатывается на поверхность холста, на любую грунтованную поверхность, куда нам нужно его перевести. Вот есть изображение плащаницы. Здесь уже было все по-другому. Здесь, например, это изображение получилось вследствие того, что полностью оно прорабатывалось непосредственно на плоскости. А когда работа уже была полностью завершена, тогда мы использовали все эти наработки с помощью перевода через
полиэтилен. Мы это все архивировали, чтобы осталось на память, и в случае необходимости уже можно было использовать все то, что мы проработали, потому что здесь есть много отработанных ритмов, и все это уже в таком готовом виде мы просто как бы фиксировали на бумаге, на пленке, и в случае необходимости, опять-таки, это изображение можно увеличить или уменьшить и использовать, если нужно. Я здесь дам ссылку на страницу в Фейсбуке, и я буду выкладывать там постепенно вот прорези и многие другие материалы, которыми вы сможете воспользоваться в случае необходимости такой. Потому что я понимаю, что как бы у меня есть очень много разных уже готовых материалов, и, возможно, кому-то это будет интересно, кто-то захочет использовать что-то, я с радостью этим делюсь. Вот сестра писала верскую икону, и к ней осталась вот прорезь такая. Как видите, здесь также мы находили ритмы, потому что многие вещи мы рисовали сами, имея как бы перед глазами образец, но мы старались его творчески переработать, и я об этом обязательно еще буду снимать много видео, где я буду рассказывать о особенностях некоторых таких известных икон и на какие вещи там необходимо обратить внимание, и с помощью, опять-таки, древней иконы я хочу показать некоторые закономерности академического рисунка. Как это ни странно звучит, но это так есть. Вот прорезь Спаса Нерукотворного. Буду рада, если будете писать в комментариях, интересно ли то, что я вам показываю и рассказываю, чтобы у меня была мотивация снимать и дальше видео для вас. Вот видите, это также вот прорезь с иконы Андрея Рублева. Так я готовила изображение для фронтальных икон для храма. Вот архистратигов, архангелов. Вот сейчас я буду рядом с прорезями показывать то, что у меня получилось. Но я вот эти изображения делала, я брала разные части с различных икон, то есть и как бы уже через целлофан я вот составляла в нужном размере, а уже потом и с помощью программ я увеличивала, распечатывала все это на маленькие листочки, А4 склеивала, обратную сторону натирала таким толстым грифельным карандашом, и потом уже все это переводилось на пластик и расписывалось. Кстати, я собираюсь вам рассказать очень интересные вещи о акриловой живописи и о том, в каком сочетании, то есть можно использовать акрил помимо холста, бумаги, картона. Вот именно сочетание акрила и пластика. И я расскажу о тех экспериментах, которые проводились в мастерской. Вот, как видите, я вам показала очень много своих прорезей, чтобы у вас было... Я просто понимаю, что с помощью зрительной информации у вас может сложиться более правильное впечатление о многих вещах, о которых я здесь рассказываю, показываю. И у вас будет более широкий спектр применения тех знаний, с которыми я вас знакомлю. Вот, например, также вот проходила работа с этим
изображением, которое показывает вот распятие. Такое изображение мы подготовили с помощью программы, то есть мы изображение перерисовали с древней иконы, потом мы это отпечатали, дорисовали, рассчитали все размеры и уже увеличили в нужном масштабе и перевели на плоскость креста и уже потом прорабатывали, рисовали само непосредственно изображение. Это было очень большое изображение, но тоже вот начиналось оно с рисунка на целлофане и последующего увеличения в программе и отпечатка на очень большом количестве листочков А4. Вот я просто понимала, что мне так будет легче, быстрее и удобнее работать, тем более, что вот эта икона, она предназначалась для улицы, она была очень большого размера, и у меня была сложная задача с тем, чтобы это изображение, то есть это изображение изначально должно было состоять из 3 частей. Сейчас вы видите вот фотографии, как это было. Вот у меня просто осталось несколько фотографий с мастерской, и это изображение, то есть эта икона должна была стыковаться из 3 частей. И естественно, что мне было бы без такой проработки предварительной очень сложно в небольшом помещении, где я не могу все вместе сложить. Мне было бы очень сложно сделать вот полноценный такой рисунок от руки, когда я не видела целиком всего изображения, как и многие другие иконы, почему я и часто использовала вот такой метод работы. Ну, не только я, вот так было принято у нас в мастерской. Я еще расскажу позже о других преимуществах такого подхода и как вот правильно это использовать, потому что чтобы работа имела такое творческое наполнение еще. И, конечно же, в иконе присутствует не только обратная перспектива, здесь есть и элементы линейной перспективы, и элементы академического рисунка. Икона имеет в себе некоторый синтез многих таких несовместимых, казалось бы, на первый взгляд, вещей. И через икону иногда легче даже понять что-то, что связано с реалистичным рисунком, вот как ни странно. Вот на этом я это видео завершаю. Всего хорошего, до новых встреч!